Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Разумеется, вход на данный девайс — это Realme Q5 Pro, китайская версия, глобальной такой не бывает и не будет, как в варианте Q3. Снимается на него максимум 4К 60 FPS на основную камеру. Минусы сразу сходу, как вы слышите, нет направленного микрофона. Из плюсов — это самый стабильный процессор. Snap 870 пока никто мощнее и стабильней в плане стабильности-мощности паритета не придумал в принципе. По съемке, по основной камере, я считаю, все неплохо. По автофокусу в играх шик, стоимость, блеск. Да и в принципе аппарат фактически вылизанная версия прошлых версий Q-шек. Но есть свои подводные камни. Разумеется, я о них расскажу в обзоре. Сразу девайсы лучше, чем Poco F3. Смотрим. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я начинаю новую эпопею по обзорам смартфонов. Мне дошло, получается, их штук 11 уже. И начать хотелось бы вот с этого чуда. Это Realme Q5 Pro. Его особенность в чем? Разумеется, в том, что он продается только в Поднебесной. И на Алиэкспрессе только его можно будет приобрести. Наверное, может, на Авито еще кто-нибудь будет продавать. У меня самая скромная версия 8128. Покупал я его на высоком курсе. Сколько он стоит, можете посмотреть в описании к видео. А лучше посмотреть в телеграм-канале, потому что там по курсу доллара будет 60 рублей. 60 с половиной. Вот сегодня, когда я распаковываю, стоит доллар. Через Киви. А на Али 69. Как вы понимаете, разница почти 20%. Белая упаковка. Я первый раз у Realme такую вижу, но это очень интересно. Довольно прилично они ее помяли. Назвать ее подарочной теперь язык не повернется, с одной стороны. С другой стороны, я рад от того, что в принципе что-то пришло. Это раз. Два, то, что это пришло, это что-то новое. И три, то, что при любом раскладе, в отличие от людей, которые покупают для того, чтобы перепродавать, потому что брал я, еще раз повторяюсь, на высоком курсе, я все равно рад очень, что у меня будет новенький девайс, который пришел из Поднебесной. Блок зарядки, разумеется, с китайской вилкой, разумеется, на супер 80 Вт. Почему супер? Потому что есть еще Realme GT Neo 3, который у меня был на обзоре, был в сравнении с K50 Pro от Redmi. И, возможно, с чем-то я еще посравниваю его. Там минимальная зарядка 80, но есть еще на 150. Разумеется, есть кабель родной. Напоминаю, что с Realme, с такими мощностями 80 Вт, желательно использовать тоже кабельное хозяйство для того, чтобы телефон заряжался с той же скоростью. Цвет, как вы видите, желтый, без примеси, шахматный. То есть никакой опасности нет. В плане цветовой. Я думаю, вы поняли, о чем я. По ощущениям, сразу минус: в карму нет мини-джека, сразу плюс: в карму Type-C почти по центру, сразу плюс: в карму, как я люблю, фронтальная камера в правом верхнем углу, либо в левом верхнем, меня все устроит. Главное, чтобы не по центру. Довольно неплохой чехол в комплекте, серенький. Можно ли запихивать две физические карты? Гибридный здесь лоток, по-любому гибридный, наверное. Хуже, к сожалению, максимум 2 физические сим-карты, но Q5 Pro это, несмотря на рублевый эквивалент, понятно, что в рублях сейчас это все очень ультра дешево, и скорее всего он, спойлер, будет в топе, если меня не разочаруют, в топ-10 смартфонов. К слову, топ-10 смартфонов дороже $3,500 уже на канале. Смотрим. Все эти смарты также были у меня на руках, на все эти смарты есть обзоры, и этот, скорее всего, будет в топе до $3,500, а в рублевом эквиваленте это прям все очень красиво и приятно. Видите, шахматные такие квадратики на блоке. Сразу не вижу здесь направленного микрофона, тоже им минус за это. И Matrix AI камера, никаких тут супер пафосных надписей нет. За что огромный им плюс. Есть сразу, несмотря на то, что это китайская версия и вряд ли будет глобалка, русский язык на смартфоне. Что еще надо? Про агрегацию частот мы поговорим позже. И по поводу того, есть ли какие-то проблемы с этим. Сейчас мы посмотрим, пришло ли обновление, чтобы я вам сразу мог сказать. Разумеется, здесь много китайского мусора. Все это удаляется утрированно 2 кликами на каждую иконку. И никаких проблем с этим в перспективе не предвидится. Об устройстве смотрю по поводу обновлений. Пока он шел, вполне возможно. В среднем посылка сейчас идет 4-5 недель.
Из минусов основных это отслеживание. Сейчас с отслеживанием на Али проблемы, сроки примерно те же. Очень надеюсь, что вы не будете читать новости, допустим, от каких-то сомнительных источников и обычных людей, таких же, как я или вы. Пришло обновление по поводу того, что самолеты с Али не летают. Не летают дополнительные самолеты. Напоминаю, что сейчас кризис во всем мире. По весу 195 граммов смартфон весит. Не особо много. По размерам сейчас проверим, пока он как раз качает обновление. 163 мм на стандартные 75 мм. 8,8 мм толщина без блока камер. С блоком камер 11 мм. Довольно тоненький. В итоге поцарапал. Первый раз у меня такое, чтобы пластик царапался так просто. В руке он будет без чехла выглядеть так. Почему здесь это актуально? Потому что вот сейчас я держу аппарат в руках, и я понимаю, что можно его носить без чехла. Он довольно комфортен, не скользит ничего. Первичный взгляд мы с вами сделали. Будет, разумеется, много примеров фото, видео, ночной съемки, дневной съемки. Девайс мне уже нравится, хотя подбородок чуть-чуть больше, чем надеялся я. Чуть-чуть больше грани, чем я надеялся, но никаких водопадов я здесь не вижу, это раз. И черт с ним, с мини-джеком и инфракрасным портом. Смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный, разумеется, это 5 мибэндов 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. Если кратко, в телеграм-канале скидок всегда самое интересное. Это OnePlus 10 Pro по новому ценнику в 36 тысяч рублей, если Kiwi пока не скакнул в ту или другую сторону. Как купить, смотрите в телеграм-канале. А этот смартфон вообще неприлично дешево стоит. Но опять же, смотрим. Поставляется данный девайс в 3 вариантах расцветки. Это черная, белая и оранжевая. Дизайн интересный из-за текстуры шахматной доски на тыльной части смартфона и сочетания цветов. Тыльная часть выполнена из стекла с матовым покрытием. Возможно, из пластика, но тактильно очень сильно напоминает стекло, и в принципе они его и заявляли. Рамки пластиковые, а с фронта экран покрыт Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Неплохое защитное стекло, пусть и не последнее. Материалы не марки, отпечатки пальцев на корпусе не видны. Сборка хорошая, никаких зазоров я не обнаружил. В руке без чехла смартфон лежит очень удобно, и пользоваться им одной рукой лично мне было комфортно. Опять же, у меня небольшая рука. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости. Кнопки имеют люфт и не слабые. Далее есть разъем USB Type-C версии 2.0, 2 микрофона, динамики, один основной, один разговорный, который также выступает в роли основного. Звучание здесь стерео, оно неплохое, я бы сказал, звучание приятное. И Dolby Atmos, сертификация Hi-Res Audio на борту, за что отдельное спасибо. Мини-джека инфракрасного порта не завезли, как и возможность расширить внутреннюю память с помощью карты памяти. И это плохо, учитывая, что по большому счету это же бюджетник. Защита от влаги не заявляли. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,62 дюйма E4 с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Full HD+. Соотношение сторон экрана 20 к 9. Матрица экрана абсолютно плоская, контрастность 5 миллионов к 1, 100% цветовая гамма DCI-P3, соотношение экрана к корпусу 92,6%. HDR10+ на борту, что тоже хорошо. Плотность пикселей практически эталонная, 398 ppi, пиксель не увидите. Пиковая яркость 1300 нит. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью, яркости экрана вам хватает даже в солнечный день. Бликов по минимуму, использовать смартфон в солнечный день можно без проблем. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц и автогерцовка. Частота дискретизации касания заявлена 720 Гц и частота дискретизации мгновенного касания 1000 Гц. Хотя данные разнятся у продавцов и, допустим, у, собственно, рекламщиков, результаты же теста вы можете наблюдать на экране. И меня они порадовали, думаю, как и вас. DC-димминг в наличии, но его нужно включать в режиме разработчика. Шим на 100% яркости 8,4%, на 50% 9,9%, на минимальной 18,5%, на нуле 16%. Показатели шима даже без включенного DC-димминга хорошие, глаза от экрана не устают. К слову, функция защиты глаз, разумеется, есть, как и возможность подогнать экран под свои предпочтения. Автояркость работает прекрасно и быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок, Always On дисплей в наличии, вдобавок полноценный. Далее, мультитач, разумеется, есть, но берет он 10 пальцев не все сразу. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран и расположенного, как по мне, слегка
слегка низко, слишком даже низко. Но к этому быстро привыкаешь, и распознавание лица. К слову, такая же тема была с Huawei топовыми год назад, когда они начали все ниже и ниже сканер опускать, и у BBK эта тема тоже пошла уже давно. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Внести биометрические данные есть возможность только одного лица, подбородок внизу экрана есть, но он не громадный. Цветопередача у экрана довольно насыщенная, четкости хватает, как и яркости. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 870 с техпроцессом 7 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 650, интерфейс Realme UI 3.0 на базе Android 12 версии. К слову, про Realme 9, у которого Realme UI 3 вставала прямо очень сложно, она все-таки встала, никаких напоминаний нет. Здесь вообще никаких проблем с обновлением смартфона не было. Оперативная память LPDDR5 доступна на выбор 6 и 8 гигабайт. Разумеется, виртуальное расширение памяти есть, максимум сверху 5 гигабайт. Но опять же мы знаем, что у Realme при добавлении виртуальной памяти обычно камера хуже работать начинает. Подтормаживает она. Внутренняя память двухканальная UFS 3.1. Это круто, и на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что нас пока особо не интересует, если вы не в центре Петербурга или Москвы живете. Для 4G сетей предоставили только Band 7, 20-го не завезли. Как по мне, это не лютый фейл. Главное, 7 есть. В больших городах связь смартфон ловит отлично. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны и датчик приближения меня не подводили. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи. VO LTE и VO Wi-Fi лично я не обнаружил, может быть, вы подскажете, где здесь найти в настройках его. Хотя я не удивлюсь, если его и нет. Линейный вибромоторчик по оси X тактильно приятный, и настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика. Bluetooth предпоследней версии 5.2, а вот лютый фейл — это отсутствие NFC модулей. И вы мне скажете про оплату, что по большому счету сейчас и нечем платить. А я скажу, что раз некоторые девайсы подключаются через NFC, вспоминаем наушники Sony, и два, через Mir Pay Android смартфоны спокойненько оплачивают сейчас что угодно и где угодно, опять же в России. Но вот что я заметил последние дни, ходя с Android смартфоном и оплачивая Mir Pay, глюков становится все больше. Чисто гипотетически могу представить, что Android каким-то образом умудрится это дело попытаться выпилить. Но надеюсь, это не так. Из навигации на борту GPS GLONASS, Beidou, Galileo QZ-SS и Navic. GPS-тест на холодную показывает точность 3 метра при условии, что рядом есть высотки. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал неплохой результат. В 9 часов 28 минут осталось еще 20%. Притом тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Q5 Pro Realme поддерживает Power Delivery версии 3.0, заряжается от родного адаптера питания на 80 Вт. По моим тестам от 0 до 20% за 4 минуты, до 57 от 0 за 15, от 0 до сотки за 35 минут, что довольно быстро по мне. Беспроводной зарядки, разумеется, нет, как и реверсивная функция OTG стандартно на борту. Поедает просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi 7% смартфон. За час игры в Genshin Impact улетает 27% на максимальной графике по 100% яркости. Играть можно без проблем, разумеется, легкие подвисания присутствуют, которые, к слову, не замечаешь после 10 минут непрерывной игры. Но в отличие от X80 Vivo, которая прошечка у меня на руках, этот смартфон не сбрасывает яркость. Во всяком случае, я этого дела не заметил. Может быть, у кого-то через часа 3 и будет сбрасывать, у меня не сбрасывал. В легкие игры, к примеру, такие как танки или Stand of 2, играть можно спокойно и комфортно. Так что с играми данное устройство дружит, и я бы даже сказал, что хорошо и лучше, чем многие Xiaomi-шки. Из датчиков на борту геомагнитный датчик, датчик освещенности, гироскоп, датчик приближения, акселерометр и компас. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит неплохо. 261 гипс минимально, максимально 304 и в среднем 278 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 998, в мультикоре 2766, 3D Mark показал Wildlife 4266, Wildlife Extreme 1231, Wildlife Stress Test 4257, Wildlife Extreme Stress Test 1236, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. В Antutu устройство выдавалось 713 тысяч попугаев, с большим количеством оперативки спокойно 800 выбивает. Storage тест показал для UFS 3.1 не лучший результат, но и неплохой. 52 тысячи. Думаю, с прошивками это дело еще больше оптимизируют. 45-минутный стресс-тест прошел не совсем мрачно, я бы сказал, неплохо. Результаты теста искусственного интеллекта 660 тысяч. Это вам, конечно, не Poco F4 GT. На него обзор будет через пару-тройку дней, но после Vivo. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и 2 LED вспышек. Основной модуль на 64 мегапикселя, сверхширик на 8,
и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 60 FPS. Цифровая сверхстабилизация доступна только при 1080p 60 FPS. Обычная цифровая стабилизация работает максимум в 4К 30 FPS. 60 FPS стабилизации нет никакой, почти нулевая. Оптической стабилизации не завезли. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей, находится он в верхнем правом углу экрана и имеет средние размеры. Максимальное разрешение для съемки видео с фронтального модуля 1080p 30 FPS, что является очередным фейлом, но стандартно для BBK. С другой стороны, инсты нет, ну а зачем он нужен? В стоке смартфон имеет достаточно много различных режимов как для видео, так и для фотосъемки, и в целом все необходимое на борту. В ночное время суток основной модуль снимает с шумами, и я думаю, вы легко это заметите. Днем же дела обстоят лучше. Но что я выделяю, так это то, что смартфон хорошо справляется с фотосъемкой. Короткие примеры вы сейчас, разумеется, увидите. Вот она прелесть. Довольно громко все, 4К 60 FPS. Основная камера, стабилизация, конечно, так себе, но вы видите, как примерно она отрабатывает в данных условиях обстановки. Сейчас вечер. Стаб плохой. Но это стаб был на 4К 60 FPS. Вот сейчас 4К 30 FPS. И стабилизация отрабатывает намного лучше. Я бы сказал, почти эталонно. Так что помним, на 60 стаб не очень. 4К 30 FPS. Сейчас вы видите, как магическим образом камера в движении снимает лампочки. Это сложный объект. Тест фронталки, как всегда, максимум 1080p. Realme себе не изменяет. По стабу вы видите сами все. И что можно сказать? Ну, лицо он неплохо ловит. Со стабилизацией, разумеется, все максимально печально. Позади меня, я думаю, вы мало что видите. И это, наверное, основная характеристика фронталок от Realme. Не хочется их тестировать по той причине, что даже в большинстве флагманов им все равно. Никуда без уток не деться. Вот представитель. Селезень. И X максимум 10. Нереальное мыло. Отстанем от X10 и насладимся уткой. Немного основной камеры. Этот стаб был в 30 FPS, вот теперь в 60. Ну, кстати, сейчас не так и плохо. Но в 30 намного плавнее все. Если смотреть, допустим, и сравнивать с фотографией фронталку, то, разумеется, фото фронталка делает в разы лучше, чем справляется с видео. С другой стороны, если не нужно бороться с тремором или по стабилизации при ходьбе, ну, картинка не худшая. Вот там у нас закат, который практически не виден. Сейчас увидите на основную. 4К 60 FPS, основная камера, вот там закат. То, что вы видели на фронталку. И вот он, двухоконный режим, мой любимый, в стоке у Realme, снимает довольно интересно. Теперь вы можете, кстати, сравнить стабилизацию на основной камере и на фронтальной камере. Как вы видите, если не с двух рук снимать, то основная камера снимает печально, с одной стороны. С другой стороны, фронталка, хотя не супер, роллинг шаттера не имеет, но когда, опять же, рассказываю вам об этом смартфоне, не забывайте, что я тестирую еще несколько смартов. Один из них, допустим, X80 Pro от Vivo. Это супер-мега флагман от них. И послезавтра, скорее всего, будет обзор на него. Но не это самое важное. Самое важное, что, первое, он безумно перегревается. Второе, фронталка у него, даже по сравнению с этой, ну, немногим лучшим. То есть она тоже 1080p, и по большому счету Realme покупали вы бы флагман, либо вот такой телефон, такой средняк крепкий, разницы вы не почувствуете практически никак. Да, она снимает лучше, но разрешение тоже. А по стабу и картинке, я думаю, что информации в двухоконном режиме вам хватает. Переход 4К 60 FPS. День. Но если с двух рук снимать и стараться, стабилизатор справляется, в принципе. При использовании 30 FPS даже можно не стараться, стаб работает хорошо. То есть сейчас вы понимаете, что я поднимаюсь по ступенькам.
Наверное, основное, чего бы я хотел сказать, это даже не по поводу камер, которые здесь априори не могут быть прям супер-мега крутыми, но по большому счету между вот этими мега-флагманами, которые стоят в 3 раза дороже, и камерами у средняков разница не такая большая. А рассказ не об этом, рассказ о том, что несмотря на это, несмотря на такую разницу, по большому счету, да, они ставят суперпроцессоры, которые лучше, допустим, оформляют стабилизацию во флагманах при 4К 60 FPS. Но это с одной стороны. С другой стороны, какие-то рядовые задачи из разряда игр тяжелых. Ну, Vivo VX80 Pro, который, опять же, тестю, меня сейчас удивляет тем, что он сбрасывает яркость. Он греется прям люто. И сейчас, да, понятно, особенность, когда зимой, допустим, тестировал телефоны, тот же X12, X12 Pro и X12 от Xiaomi, у них запотевали линзы, это была первая партия, ну и плюс соответствующие условия. Сейчас летом другая история, что все супермощные телефоны начинают дико перегреваться и по-разному на это реагируют. Кто-то уходит в лютое понижение яркости, какие-то смарты просто в руки не взять, и об этом всем обязательно буду рассказывать. Ну а сейчас я вам рассказываю об этом всем в данном ролике, потому что Q5 Pro не имеет такой проблемы. В принципе, почти все телефоны на данном процессоре Snappi 870 в этом смысле максимально хороши, потому что он максимально оптимизирован в плане тепловыделения. Притом по мощи вы видели почти 800 тысяч баллов попугаев. В Antutu, ну, это более чем достаточно. Запас такой, я скажу, не на 1 год. Так, ну вот по поводу ночной съемки супер классного какого-то теста не будет. Почему? Потому что либо запираться в комнате, либо напомнить вам о том, что в Петербурге, к сожалению, белые ночи, и они пусть даже не супер активные, но при любом раскладе супер темно не будет нигде. В целом, учитывая качество сейчас съемки фронталки, я могу сказать, что ночью смысла нет тестировать как-то люто. Почему? Потому что качество не особо хорошее. Я думаю, вы и сами это видите. Все довольно так мутно. Зайчики и остальные прелести, которые присущи фронталкам от BBK. Точнее, основную камеру по автофокусу. Вот смотрите, даже в вечернее время на каких-то объектах нестандартных, в принципе, она отрабатывает даже в 4К. Пусть даже вначале ей приходится чуть-чуть подумать, но с задержкой в 1,5-2 секунды, учитывая, что этот объект вообще непростой. Если брать, допустим, тот же столб, я уверен, что будет все значительно быстрее. Хотя нет. При всем моем уважении к BBK, столб камера воспринимать как объект не хочет вообще. Даже листики были легче. Очень странные дела. И вот скажите после этого, что я прям лютый фанат BBK-евских гаджетов. Ну ладно, допилят с прошивками. Немного ультраширика. Это больше для того, чтобы был. Потому что если вы начнете присматриваться, то вы поймете, что лучше не присматриваться. Первый тест съемки в машине при движении. Я еще такого не делал, но думаю, вам будет слегка, но интересно. Разумеется, можно параллельно фотографировать, можно ставить видео на паузу, но в целом, конечно, не советую это дело использовать как регистратор, потому что слишком много ест. Как-то доснимает. Интересно. Этого было 4К 30 FPS, 4К 60 FPS сейчас. 4К 60 FPS, продолжение банкета. Белые ночи. И еще где-то получается 11 дней. Ночь будет уменьшаться. А потом будут уже нормальные тесты. В принципе, хватает отсутствия света для того, чтобы не очень хорошо снимать. Там вот эти здания я вижу лучше намного, чем на камере. Минусы. Сканеры отпечатков пальцев, как по мне, расположили слишком низко, нужно будет привыкать. Нет NFC, нет 20-го бенда, фронтальный модуль не порадовал, что своим разрешением, что съемкой. Супер нового чего-то в смартфоне нет. Кроме, опять же, цены. Цену можете посмотреть в телеграм-канале, либо по ссылке в описании к видео. Опять же, лучше в телеге смотрите. Почему? Потому что там сразу посмотрите, каким образом через Киви покупать, а это будет на процентов так 20 дешевле. Понятно, там нужно включить в голову. Не забывайте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал
канал скидок, так же, как на этот основной канал, и написать в комментариях, чтобы вы хотели еще увидеть на обзоре. Потому что сегодня я покупал Black Shark 5 и 5 Pro, коим образом не пиарю, просто сегодня на них скидки, а я о них хочу вам рассказать, поэтому я их купил. И резюмировать я хочу вот чем. Первое, NFC здесь нет, вы это главное запомнили. То есть вы оплачивать с данного смартфона ничего не сможете. Второе, по стабильности он просто нереально крутой, так же как нереально крутой по автономности и остальным плюшкам. Третье, выглядит он просто бомбезно, в руке удобен, снимает классно, фронталка, шлакоблок, как у всего BBK. И мораль басни такова: если вам не нужен NFC, то есть вам не важна бесконтактная оплата, которую постепенно обрубают, но MirPay все еще работает. И если вам, в принципе, не важна фронтальная камера, а инста погибла смертью храбрых, запрещенная в Российской Федерации штуковина, фактически телефон просто блеск для игр и еще чего-то подобного, потому что русский язык по большому счету на борту. Но есть Band 7, 20-го нет. Да и черт с ним, когда 7 есть, правильно? За внешку 5 с плюсом. За то, сколько он в рублевом эквиваленте сейчас через Киви, напоминаю, что сегодня я снимаю обзор через Киви, доллар стоит 60 рублей 32 копейки. То есть этот девайс вам выйдет дешевле, чем Poco F3, а основной его плюс — это оболочка, она намного лучше. Понятно, что NFC модулей здесь нет. Второй момент, снимает по мне он лучше. Третий момент, разумеется, это то, что аппарат новый и никаких старых аккумуляторов вы в нем не найдете. И четвертый, это датчик приближения, который а-ля в Poco F3 был допилен, но по факту я им пользуюсь, не допилен он до конца. Everybody lies, как говорится. Мораль проста. Подписываемся, пишем в комментариях, что еще купить на обзор. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.